Между Израилем и Ливаном 10-дневное перемирие. Трамп говорит, что он договорился, Израиль они убедили силой, Иран и Хезболла из-за своей стойкости. Мир опустошается горсткой тиранов, резко высказался снова Папа Римский. Дональд Трамп уверен, имеет полное право не соглашаться с понтификом. Продолжается подготовка к новому раунду переговоров между США и Ираном. В Тегеран приехал главный посредник, главнокомандующий Пакистана. Больше никто никуда не летит. Авиатопливо осталось максимум на 6 недель. И это перед сезоном отпусков. Мадьяр обещает сохранить жесткую миграционную политику Венгрии, а Орбан размышляет, чем будет заниматься дальше. Технологии будущего уже сейчас. В Китае обучают роботов с помощью искусственного интеллекта. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести переговоры между Израилем и Ливаном в Белом доме. По его словам, приглашение направлено премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и президенту Ливана Жозефу Ауну. Это могут стать первые значимые переговоры между странами за последние десятилетия. Я думаю, это будет... На самом деле это очень захватывающе, потому что прошло 48 лет. Мы будем встречаться с Биби Нетаньяху, как вы знаете, и с президентом Ливана. У меня был отличный разговор с обоими сегодня. У них будет перемирие, и оно будет включать Хезболлу. И я думаю, это может быть для меня номер 10. С Ливаном это очень интересно. Я думаю, мы заключим сделку, у нас будет встреча. Впервые за 44 года Ливан встретится с Израилем. И, вероятно, это произойдет в Белом доме. Когда, по вашему мнению, это произойдет? В течение следующей недели, или 2, или на следующей неделе. Я думаю, у нас будет соглашение с Ливаном, и они займутся Хезболлой, но они уже работают над этим. Но у нас будет соглашение между Израилем, что очень важно, и Ливаном. Вы будете поддерживать ливанскую армию? Да, буду. Они все согласны. Это такой очень хороший небольшой пакет примерно на неделю, и у нас не будет множества падающих бомб, и мы посмотрим, сможем ли установить мир между Ливаном и Израилем. Вы посетите Ливан после... Я это сделаю. В подходящее время я, безусловно, туда поеду. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможности исторического мирного соглашения с Ливаном и подтвердил согласие на 10-дневное перемирие при посредничестве президента США Дональда Трампа. При этом он подчеркнул, что Израиль не согласился на условия Хезболлы, продолжит военное присутствие в зоне безопасности на юге Ливана и настаивает на разоружении группировки. У нас есть возможность достичь исторического мирного соглашения с Ливаном. Президент Трамп намерен пригласить меня и президента Ливана, чтобы попытаться продвинуть это соглашение. Я согласился на паузу, точнее, на временное прекращение огня сроком на 10 дней, чтобы попытаться продвинуть соглашение, обсуждение которого мы начали на встрече послов в Вашингтоне. В этих мирных переговорах у нас есть 2 основных требования. Первое – разоружение Хезболлы. Второе – устойчивое мирное соглашение, мир через силу. Чтобы достичь прекращения огня, Хезболла настаивала на 2 условиях. Первое – Израиль должен вывести войска со всей территории Ливана до международной границы. Второе – прекращение огня на основе принципа «тишина в обмен на тишину». Я не согласился ни с одним из этих условий, и действительно ни одно из них не выполняется. Мы остаемся в Ливане, в усиленной зоне безопасности. Это уже не те 5 точек, которые существовали до операции «Ревущий лев», а зона безопасности, которая начинается от моря и простирается до горы Дов, а также предгорий Хермона вплоть до сирийской границы. Эта зона глубиной 10 километров, гораздо более сильная, более мощная, более непрерывная и более надежная, чем раньше. За последние 2 дня я разговаривал с президентом Трампом, и он сказал мне, что твердо намерен продолжать морскую блокаду, а также ликвидировать ядерные возможности Ирана, все, что от них осталось. Он не отступает от этого. Он уверен, что сможет устранить эту угрозу раз и навсегда после тех больших достижений, которых мы добились вместе. Мы также, конечно, займемся ракетной угрозой и возможностями обогащения, но я не буду вдаваться в детали. Прокомментировал перемирие в Ливане и спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф. Как я говорил вчера вечером, это прекращение огня стало ничем иным, как результатом стойкости Хезболлы и единства оси сопротивления.
И мы будем относиться к этому перемирию с осторожностью и останемся вместе до полной реализации победы. Я благодарю посреднические усилия Пакистана и генерала Асима Мунира за поддержку этого прекращения огня. Мы верны своему обещанию. Посол Израиля в ООН Дэнни Даннон заявил, что заслуга в достижении перемирия принадлежит армии обороны Израиля, Цахал, и резко раскритиковал генерального секретаря ООН. Через час, в 17:00 по нашему времени, вступит в силу 10-дневное прекращение огня между Израилем и Ливаном, как подтвердил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Мы достигли этого благодаря героическим действиям Цахала, который оттеснил Хезболлу в ходе многих операций, включая атаки с использованием пейджеров и ликвидацию Хасана Насраллы. Но прежде чем говорить о том, что произойдет сегодня на Генеральной Ассамблее, я должен ответить на возмутительные заявления, сделанные ранее, на этой неделе, генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. В день, когда Израиль и Ливан вели исторические переговоры, он заявил, что Израиль и Хезболла, цитирую, помогали друг другу дестабилизировать Ливан. Это просто неправда. В исторический момент, когда регион движется к прямому диалогу между Израилем и Ливаном, когда другие выбирают прогресс, генеральный секретарь выбрал противоположное — посеять сомнения, исказить правду и провести параллель между суверенным государством и террористической организацией. Это позорно. ООН приветствует объявленное 10-дневное прекращение огня между Израилем и Ливаном. В организации надеются, что это станет шагом к долгосрочному миру и окончанию конфликта. Там отметили, что более 1 миллиона человек уже пострадали от боевых действий. А ООН призывает все стороны соблюдать перемирие и искать политическое решение. Мы, конечно, осведомлены о заявлениях президента Трампа о прекращении огня между Ливаном и Израилем. Я только что говорил с генеральным секретарем, который отметил, что, разумеется, мы приветствуем шаги, которые могут положить конец боевым действиям и страданиям по обе стороны голубой линии. Организация Объединенных Наций через наши политические и миротворческие миссии готова поддержать эти усилия и продолжает призывать к полному выполнению резолюции 1701 Совета Безопасности. Полное выполнение этой резолюции должно привести к постоянному прекращению огня или долгосрочному решению конфликта. Наш специальный координатор в Ливане Жанин Хеннис Пласхарт продолжает посреднические усилия. Как мы всегда говорили, военного решения у этого конфликта нет. Хезболла уже заявила, что не примет такие договоренности. Какое послание генерального секретаря к Хезболле? Соблюдать прекращение огня. Народ Ливана пережил огромные страдания. Каждый день мы видим последствия этого конфликта. Более 1,3 миллиона перемещенных лиц за короткое время. Эти цифры поражают. Население Северного Израиля также заслуживает жить в мире. Мы надеемся, что все стороны будут соблюдать прекращение огня. Срок прекращения огня между США и Ираном истекает во вторник. Готовится ли ООН к возможным сценариям? Мы постоянно готовы к любым вариантам развития событий. И надеемся как минимум на продление режима прекращения огня. Мы видели интенсивные переговоры при участии Пакистана при поддержке Саудовской Аравии, Египта и Турции. Поступают разные сообщения, и мы очень надеемся, что прекращение огня будет продлено. Президент Дональд Трамп заявил, что США близки к соглашению с Ираном, которое исключит наличие у него ядерного оружия, и следующий раунд переговоров может пройти уже в ближайшие дни. При этом он допустил возобновление боевых действий в случае провала сделки и подчеркнул разногласия с папой Франциском по поводу оценки иранской угрозы.
Нам нужно было что-то сделать. Нам нужно было убедиться, что Иран никогда не получит ядерное оружие. И мы уже близки к этому. Они согласились. Полностью согласились. Они согласились почти на все. Так что, возможно, если они смогут сесть за стол переговоров, есть разногласия, но они согласны сесть за стол с ручкой в руках. Мы быстро это завершим. И тогда сможем сосредоточиться на нашей великой экономике. И также, знаете, я унаследовал самые высокие цены. Вы поехали бы в Пакистан, чтобы лично заключить сделку? Поехал бы в Пакистан. Пакистан был великолепен. Они были очень хороши. Исламабад. Я мог бы поехать, да. Если сделка будет подписана в Исламабаде, я могу поехать. Фельдмаршал был великолепен, премьер-министр был действительно очень хорош. Так что я могу поехать. Они хотят, чтобы я приехал. Господин президент, по поводу папы. Папа раскритиковал людей, которые, цитата, «манипулируют религией в политических или военных целях». Вы думаете, он говорит о вас? Очень важно, чтобы папа это понимал. Очень-очень важно. Было бы хорошо этого не говорить. Иран убил 42 тысячи человек, которые были полностью безоружны. Это были протестующие. Иран не может иметь ядерное оружие. Если бы у него оно было, каждая страна, включая Италию, где он находится, каждая страна в мире оказалась бы в опасности. Так что у нас все идет очень хорошо в этом отношении. Что касается всей ситуации с Ираном, блокада невероятная, она держится очень сильно, мощно. И я думаю, мы добиваемся большого прогресса. Но папа должен понимать Иран. Все просто. Иран не может иметь ядерное оружие. Мир был бы в большой опасности. Вы бы встретились с папой, чтобы уладить разногласия? Я не думаю, что это необходимо. Есть ли у вас новости по Украине? По Украине есть движение. Хотелось бы, чтобы они смогли договориться. Честно говоря, в Украине погибает много людей. Посмотрим, что будет. Там происходят разные вещи. Сейчас мы очень сосредоточены на Иране. Смотрим, сможем ли завершить это, и я думаю, что сможем. Смотрите, фондовый рынок в порядке. Цены на нефть снижаются. И все выглядит очень хорошо. Мы собираемся заключить сделку с Ираном. Хорошую сделку. Это будет сделка без ядерного оружия. Когда следующий очный раунд переговоров по войне с Ираном? Когда это произойдет? Я имею в виду, это не вопрос только Ирана. Все они соберутся, возможно, уже на выходных. Просто, чтобы вы понимали. Блокада была невероятной. Она держится. Они не ведут никакого бизнеса. Они не могут вести бизнес из-за блокады. И в сочетании с тем, что у них нет ни флота, ни авиации, ни средств ПВО, у них ничего нет. Все уничтожено, включая их лидеров. Сейчас у них новое руководство, и мы считаем их очень разумными. По поводу 20-летнего ограничения на обогащение урана. Мы ни о чем не договорились. Ни о каком? Нет-нет. У нас есть заявление, очень сильное заявление, что у них не будет сверх 20 лет, что у них не будет ядерного оружия. Это даже больше. Это не ограничение в 20 лет. Если не будет сделки, готовы ли вы продлить перемирие или боевые действия возобновятся, господин президент? Я бы сказал так. Если не будет сделки, боевые действия возобновятся. Очень важно, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, и они с этим согласились. Иран с этим согласился, и согласился очень твердо. Они согласились передать нам ядерную пыль. Она глубоко под землей из-за атаки, которую мы провели бомбардировщиками Б-2. Так что у нас много договоренностей с Ираном, и я думаю, произойдет что-то очень позитивное. Почему вы конфликтуете с папой? И не беспокоитесь ли вы, что это раздражает ваших евангелистских сторонников? Нет, я должен делать то, что правильно. Папа должен это понимать. Все просто. У меня нет ничего против папы. Его брат полностью за мага. Мне нравится его брат Луис. Тогда почему вы конфликтуете? Я с ним не конфликтую. Папа сделал заявление. Он говорит, что Иран может иметь ядерное оружие. Я говорю, не может. И если папа посмотрит на 42 тысячи человек, убитых за последние 2-3 месяца, протестующих, без оружия, вообще без ничего, посмотрите на это. Я могу с ним не соглашаться. Но у меня есть право не соглашаться с папой. Сообщается, что Иран собирается казнить еще 4 протестующих, включая первую женщину-протестующую. Ну, скажите это папе. Скажите это папе, что Иран собирается... Вы только что это слышали, что Иран собирается казнить 4 человек, включая... Вы сможете заключить сделку?
Посмотрим, что будет. Я думаю, мы очень близки к сделке с Ираном. Вы узнаете первыми. Но, я думаю, у нас есть шанс. И если это произойдет, нефть сильно подешевеет, цены снизятся, инфляция снизится. И что гораздо важнее, не будет ядерного апокалипсиса. Папа Лев резко раскритиковал лидеров, тратящих миллиарды на войны, и заявил, что мир разоряется горсткой тиранов в необычно жестком выступлении в Камеруне, после того, как президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал его в социальных сетях. Мир опустошается горсткой тиранов, но его держит множество братьев и сестер, которые поддерживают друг друга. Они — потомки Авраама, многочисленные, как звезды на небе и песчинки на морском берегу. Давайте посмотрим друг другу в глаза. Мы — этот огромный народ. Мир — это не то, что мы должны изобретать. Это то, что мы должны принять, принимая ближнего своего как брата и как сестру. Военные авторитеты делают вид, что не понимают, что для разрушения достаточно лишь мгновения, а для восстановления зачастую не хватает целой жизни. Они закрывают глаза на то, что миллиарды долларов тратятся на убийство и разрушение. Но ресурсов, необходимых для исцеления, образования и восстановления, нигде нет. Иисус сказал нам: «Блаженны миротворцы», но горе тем, кто манипулирует религией и самим именем Божьим ради собственной военной, экономической и политической выгоды, ввергая святое во тьму и мерзость. Да, мои дорогие сестры и братья, вы, жаждущие и алчущие справедливости, бедные, милосердные, кроткие и чистые сердцем, вы, плачущие, вы — свет миру. В Тегеране состоялась встреча главнокомандующего армии Пакистана, фельдмаршала Асим Мунир, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Переговоры прошли на фоне усилий по предотвращению нового витка конфликта в регионе. Мунир прибыл в Иран после раунда консультаций в Исламабаде, которые завершились без достижения соглашения. Стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности и возможные шаги по снижению напряженности. Пакистанский военачальник рассматривается как ключевой посредник в дипломатических усилиях. Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также принял участие во встрече. На фоне этих контактов президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться уже в ближайшие дни. Это усиливает надежды на продление режима прекращения огня и возможную деэскалацию конфликта. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф прибыл в турецкую Анталью для участия в 5-м Анталийском дипломатическом форуме. В аэропорту его встретили представители турецких властей во главе с губернатором региона. После краткой церемонии встречи кортеж премьера направился в город. Ожидается, что Шариф примет участие в панели лидеров, где представит позицию Пакистана по ключевым международным вопросам. Также в рамках визита запланированы двусторонние переговоры с президентом Турции Реджеп Таип Эрдоган и другими мировыми лидерами. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Пакистан активно участвует в посреднических усилиях по снижению напряженности. В Исламабаде рассчитывают, что дипломатические контакты в Анталье помогут продвинуть диалог и укрепить региональную стабильность. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что усиление России на фоне конфликта вокруг Ирана противоречит интересам США и их союзников. Выступая в Вашингтоне на полях встреч МВФ, он отметил, что Москва получает выгоду от роста цен на энергоносители и укрепляет свою экономику. По словам Клингбайля, союзники должны ясно осознавать этот риск и учитывать его в своей политике. Это не в наших интересах, и это не может быть в интересах Соединенных Штатов, чтобы Россия стала победителем войны вокруг Ирана. Мы видим, что их экономика растет. Мы видим, что они получают прибыль от энергетической ситуации. И это четкий сигнал. Я также говорил об этом на встрече G7 нашим друзьям в Соединенных Штатах. Россия является выгодоприобретателем текущей ситуации. И это плохая ситуация. И мы должны ясно об этом говорить. Германия готова участвовать в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе после прекращения боевых действий. Об этом заявил канцлер Фридрих Мерц. По его словам, для этого необходим международный мандат, решение правительства и одобрение парламента. Вопрос также обсудят на переговорах в Париже. В принципе, мы готовы участвовать в обеспечении безопасности транспортных маршрутов. Для этого необходимо прекращение боевых действий, по крайней мере, временное перемирие, а также мандат, как того требует Конституция, основанный на системе коллективной безопасности, предпочтительно мандат Организации Объединенных Наций. Кроме того, требуется решение правительства Германии и одобрение Бундестага. До всего этого нам еще далеко.
Что касается возможного участия вооруженных сил США, мы обсудим это завтра. Есть веские аргументы в пользу этого, но мы обсудим это завтра в Париже, а также здесь. И здесь также, прежде чем принять окончательное решение, нам необходимо прекращение огня и соответствующее решение правительства Германии в рамках системы коллективной безопасности. Мы обсудим это вместе и, при необходимости, примем решение. Сирия объявила о завершении передачи военных объектов, ранее использовавшихся американскими силами. Речь идет о базе Касрак в провинции Хасака на северо-востоке страны. После вывода войск США ее заняли подразделения сирийских демократических сил и сирийской армии. С территории базы вывозят заграждения и технику. Над частью объекта поднимается дым. По словам бойцов СДС, перед уходом американские военные уничтожили оборудование. Курдские формирования, долгое время сотрудничавшие с Вашингтоном, постепенно интегрируются в государственные структуры Сирии. Этот процесс был закреплен соглашением о прекращении огня, достигнутым в январе. США находились в Сирии более 10 лет, поддерживая операции против боевиков исламского государства. Теперь контроль над ключевыми военными объектами переходит к сирийским властям. Сегодня утром американские силы, находившиеся на северо-востоке Сирии на базе Касрак, покинули ее. Во время ухода они сожгли все оборудование, находившееся на базе. После их ухода на базу вошли подразделения 60-й бригады сирийской армии, и они до сих пор находятся внутри базы. В Сальвадоре стартовали многонациональные военные учения «Сентам Гардиан» 2026. В них участвуют силы США, стран Центральной Америки и Доминиканской Республики. Маневры проходят на суше, в воздухе и на море и направлены на борьбу с наркотрафиком, организованной преступностью и нелегальной миграцией. Учения продлятся до 27 апреля и, по словам организаторов, стали самыми масштабными за все время их проведения. Это больше, чем просто учебное мероприятие. Это наглядная демонстрация силы партнерства. Мы объединяемся как объединенная оперативная группа, совместная, многонациональная и единая в своей цели — сдерживать угрозы и тренироваться для противодействия вызовам, общим для всех наших народов, а также укреплять нашу коллективную способность реагировать на кризисы, будь то природные или вызванные человеком. В этом году учения являются самыми масштабными на сегодняшний день. Они охватывают наземное, морское, воздушное и космическое пространство и объединяют уникальные возможности каждой участвующей страны и ведомства. Эти масштабные учения сосредоточены на операциях быстрого реагирования на суше, на море и в воздухе для противодействия угрозам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью, бандами, нелегальной миграцией, торговлей оружием и торговлей людьми на пограничных переходах. Мировая авиация сокращает рейсы на фоне резкого роста цен на топливо и геополитической напряженности. Немецкая Lufthansa досрочно выведет из эксплуатации 27 самолетов и сократит количество рейсов. В компании называют меры неизбежными из-за подорожания топлива и роста издержек. Изначально списание планировалось позже, но кризис вокруг Ирана ускорил решение. Международное энергетическое агентство предупреждает, запасов авиатоплива в Европе может хватить всего на 6 недель, что грозит новыми отменами рейсов. В Азии китайские авиакомпании уже начали отменять международные перелеты перед майскими праздниками, оставляя пассажиров со сорванными планами. В Европе также фиксируется сокращение. Нидерландская KLM отменит около 160 рейсов, хотя дефицита топлива там пока не наблюдается. Эксперты считают, что ситуация может привести к дальнейшему росту цен на билеты и новым ограничениям в авиасообщении. Легендарная трасса Route-66 в США отмечает свое столетие. Но праздничное настроение омрачает резкий рост цен на топливо. Из-за обострения конфликта с Ираном и снижения поставок через Ормузский пролив стоимость бензина вдоль маршрута стремительно растет. Для многих путешественников это становится серьезным испытанием. Route-66, протянувшаяся почти на 4000 километров от Чикаго до Лос-Анджелеса, традиционно привлекает туристов со всего мира. Малые города, мотели, кафе и заправки здесь во многом зависят от потока автопутешественников. Однако владельцы бизнеса опасаются. Высокие цены могут отпугнуть гостей. По их словам, если раньше рост на несколько центов был почти незаметен, то теперь, когда речь идет о долларах за галлон, туристы начинают экономить. Путешественники подтверждают, расходы на бензин заметно выросли, некоторые сокращают маршруты, отказываются от дополнительных остановок и развлечений. Власти некоторых городов, напротив, сохраняют оптимизм и рассчитывают, что юбилейные мероприятия все же привлекут гостей. Эксперты отмечают, если цены на топливо продолжат расти, это может изменить привычный формат автопутешествий в США.
Нельзя говорить, что ты за Америку, и при этом делать так, чтобы людям было невозможно наслаждаться ее лучшими сторонами. Рут 66. Одна из таких вещей. Можно поехать в закусочную в штате Мэн или в Японию. Везде знают, что такое Рут 66. Это часть американской истории. А когда люди боятся из-за безумно высоких цен на бензин, это ненормально. Как им тогда это пережить и прочувствовать? Это действительно печально. Меня беспокоит, что это в целом отпугнет туристов. Если вдруг расходы на поездку увеличиваются, скажем, на 20%, это уже та цифра, на которую люди начинают обращать внимание. Несколько центов за галлон, 10 или 20. Думаю, большинство из нас это еще примет. Но когда счет идет уже на доллары, это становится серьезной проблемой. Мы переезжаем из Финикса в наш новый дом, и заправить мой грузовик стоит $175. Да, это плохо. Поэтому, когда мы выбираем небольшие поездки вроде этой, мы остаемся гораздо ближе к дому, чем обычно. Это, конечно, бьет по мне. Я на пенсии и, в принципе, могу себе это позволить, но все равно это сложно. Думаешь, поедем ли мы на грузовике или возьмем машину жены, маленький внедорожник или компактный 4-цилиндровый автомобиль? Так что да, разница огромная. Новое правительство Венгрии сохранит жесткую миграционную политику после его вступления в должность в следующем месяце, заявил будущий премьер-министр Петр Мадьяр. Могу сказать, что более года назад Европейская комиссия наложила штраф в размере 2 миллионов евро, затем 1 миллион евро на Венгрию. Сейчас почти 1 миллиард евро был потрачен впустую. Это деньги венгерских граждан, которых не хватает в государственной системе здравоохранения, в образовании, на ремонт непроезжих дорог. Правительство сделало это лишь для того, чтобы создавать конфликты. Именно в этом суть. Есть европейские страны, включая те, которыми руководят союзники Виктора Орбана, которые смогли решить проблему, соблюдать законодательство ЕС и одновременно не допускать нелегальных мигрантов. Если Словакия смогла это сделать, Польша смогла, и ряд других стран, значит, это возможно, нужно лишь желание. Мы будем действовать именно так и ясно дадим понять председателю Европейской комиссии и всем европейским лидерам, что Венгрия занимает очень жесткую позицию по отношению к нелегальной миграции, не примет никакие пакты или механизмы распределения, сохранит южную пограничную стену и устранит существующие в ней дыры, потому что в этом заборе есть дыры. И в отличие от Виктора Орбана, мы не будем освобождать 2200 окончательно осужденных торговцев людьми из венгерских тюрем, не будем перевозить мигрантов через словацкую границу ради чьей-то предвыборной кампании. Мы говорим честно и действительно хотим защитить нашу страну и Европу от нелегальной миграции. Существуют легальные формы миграции, и их необходимо соблюдать. Я могу сказать, что мы найдем способ прекратить выплату этого штрафа, потому что он сильно бьет по венгерскому бюджету. Я также считаю несправедливым то, что Орбан и его семья не нашли законного решения этой проблемы, чтобы нелегальные мигранты оставались за пределами страны, а штрафы не приходилось платить. Но это уже другой вопрос. Главное, мы решим эту проблему. И партия ТИСа продолжит строгую политику в отношении нелегальной миграции. После сокрушительного поражения на выборах уходящий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые публично высказался о своем состоянии. В интервью YouTube-каналу «Патриота» Орбан признался, что переживает непростой период. Политик сравнил свою ситуацию с футболом, игрой, которой он увлекается всю жизнь. Послушайте, когда я начал отходить от своей другой любви, помимо моей страны, футбола, я сказал, что мне будет хорошо, если меня посадят на скамейку запасных и дадут какую-то роль там. Но если понадобится, я выведу команду на поле как капитан. Я многое сделал в своей жизни. Иногда, возможно, я уставал, хотя сейчас, после поражения, я вдруг не чувствую себя старше. Наоборот, по какой-то причине чувствую себя моложе. Эта боль высвободила во мне много энергии, и не мне решать, что делать дальше. Поэтому я не знаю, смогу ли я найти в жизни счастье, помимо моей семьи, или импульс, или амбиции, или вдохновение. Нет, я этого пока не знаю, потому что сейчас, как я сказал, я борюсь с усталостью, болью и пустотой, как и вы. Возможно, у меня будут такие прекрасные дни. В обществе, в моей семье точно. Так или иначе, если мое сообщество скажет: «Теперь ты на скамейке запасных» или «тебя вообще нет». Если скажут: «Нужно готовить форму в раздевалке для следующей победной команды», я это сделаю. А если скажут: «Премьер-министр, вы не можете сейчас просто возиться в раздевалке, потому что вам нужно вывести команду на поле», тогда я выведу команду на следующий матч. Буду тренировать ее и выводить на поле.
Виктор Орбан находился у власти в общей сложности 16 лет и был одной из самых влиятельных фигур в европейской политике последних десятилетий. Теперь страна готовится к смене руководства, а сам Орбан — к новому этапу своей политической или личной карьеры. Китай ускоряет развитие робототехники, делая ставку на данные как основу искусственного интеллекта. В компании UBTech отмечают, чем больше качественной информации получают роботы, тем быстрее они учатся взаимодействовать с окружающим миром и выполнять сложные задачи. Уже сегодня гуманоидные роботы способны переносить предметы, реагировать на команды и взаимодействовать с людьми. Компания стремительно увеличивает масштабы производства и планирует выпустить до 10 тысяч полноразмерных роботов в этом году. Новые модели будут адаптированы под различные коммерческие задачи. Тем временем China Southern Power Grid применяет роботов для обслуживания энергетической инфраструктуры, включая работы на линиях электропередач. В перспективе разработчики рассчитывают на автономность роботов, что повысит их эффективность и снизит стоимость. Рост числа компаний и усиление конкуренции ускоряют развитие отрасли, позволяя Китаю укреплять позиции в глобальной технологической гонке.